Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина Дмитриева, я основатель компании Georgia Private Investment. 8 лет я в рынке недвижимости, из них 6 в рынке недвижимости Грузии. И сегодня у нас в гостях замечательные ребята, это Максим и Павел. Это те авантюристы, это те первые покупатели, которые поверили в проект Travel Inn вместе со мной и стали первыми владельцами квартир здесь. Авантюристы — это те, которые решаются на какие-то авантюры, которые легкие на подъем, которые принимают быстрые решения, может быть, иногда необдуманные, рискованные, но тем не менее. Импульсивная покупка? Да? Нет? Это у нас было просчитанное и взвешенное. Сколько мы считали все вместе? 10 человек подсчитывали выгоду, стоит, не стоит покупать. Да, 2 дня считали, и на 3-й день купили. Мы как кроты из дюймовочки считаем, выгодно нам это не выгодно. И сегодня я хочу поговорить с ребятами, спросить у них, почему они все-таки решились на покупку в этом проекте, что их сподвигло. Поехали! Здравствуйте, ребята! Привет. Здравствуйте, Галина! Мы сегодня собрались здесь, в этом офисе, в офисе проекта Travel Inn в Гоньо. Давайте поговорим о том вообще, что для вас значит дом, ведь вы же тоже, вы переехали из других стран сюда, и что для вас ощущение дома вообще значит? Во-первых, ощущение дома — это там, где мои родные, моя семья. И когда я увидел о том, что я могу всю свою семью в один дом определить, все это значит для меня дом. Ну, вообще, в принципе, я всегда мечтал жить возле моря, в красивой локации. И самое главное, чтобы была рядом инфраструктура и при этом было тихо. Ну, то есть какое-то несуществующее что-то искал, и в итоге я нашел, а оказывается, это существует. И поэтому я, не задумываясь, сразу сказал «да» при покупке этой квартиры. И, естественно, считаю, что лишний раз убеждаюсь, что я сделал правильный выбор. И ни капли не пожалел об этом. Я тоже повешу кресло-яйцо такое. Да, оно надо. Да. Его будет хоть и ветром сдувать, наверное, ураганом. А не факт, совершенно не факт. Тут, кстати, наверное, вряд ли будут большие ветра. Потому что, с одной стороны, дом, да, и ветер, здесь он гора, будет да, закрываться. Я тоже думаю, что не будет сильно ветрено. На набережной сдувает ветер так, что этот уходит. Вот у меня пластик этой зимой на 2 пальца отходил. Ветер такой был сильный. И прям моря, вода, да, вода накрывает. Вот к вопросу о том, что на первой линии, вот мы из года в год одно и то же говорим, что, ребята, первая линия в Батуми — это не самое выгодное предложение вообще, не самое интересное и правильное. Погода вносит свои коррективы. Абсолютно, да. Особенно зимой. Здесь очень приятная архитектура вот этих домов прилегающих. Коттеджный поселок рядом. Ну да, это Или вот европейские виллы. еще один коттедж прямо на горе расположен. Стеклянный. Очень симпатично Кстати, выглядит. стеклянный коттедж на горе, сейчас ремарка у нас. Стеклянный коттедж на горе продается. Если вы хотите его приобрести, обратитесь в компанию Georgia Private Investment. Мы вам все про него расскажем. Это вообще люкс, премиум, просто даже не знаю. Такого нет больше нигде в Батуми. На самом деле дом — это, правильно Максим сказал, это место, где родные и близкие, но раз уж так карта легла, что я в другой стране, надо тоже определяться. И мой выбор пал все-таки на Travel Inn. То есть не знаю, что тут еще добавить, потому что ты так все правильно подметил. Почему именно в этом комплексе, в общем-то, вы разъяснили, да? Но ведь на самом деле локация довольно для некоторых, вы же сами работаете в недвижимости. Да, кстати, друзья, кто не понял, что здесь происходит, ребята не просто покупатели проекта Travel Inn, они еще и мои коллеги, это ребята из нашей команды, из команды GPI, и вот они как раз первыми, в общем-то, поверили в этот проект, пошли, можно сказать, за мной. В связи с этим, вот у меня вопрос такой, вы профессионал рынка, вы работаете в недвижимости, вы знаете все проекты, каждый здесь плохо или хорошо строящийся дом вам понятен, известен. Почему вы выбрали Гоньо, почему не Батуми, почему не любая другая локация, почему именно сюда? Потому что Гоньо — это очень тихое место. Во-первых, здесь очень чистый берег, один из самых чистых в Грузии. Потому что граница с Турцией. Потому что в Батуми довольно тесно построены дома. То есть это либо окно в окно, либо это очень дорого. Соответственно, а здесь намного больше свежего воздуха. Плюс очень рядом здесь горы находятся. Гора прямо у дома.
Фактически за окном, да? Да, фактически за окном можно жарить мясо и смотреть на эту гору, которая в 20-30 метрах находится. По моим критериям все совпало. Я искал очень тихое место, искал небольшой дом в первую очередь, и при этом с хорошей инфраструктурой именно в доме непосредственно. То есть мне был важен бассейн, мне был важен, чтобы он был с подогревом. Мне важно было качество материалов. Мне не очень важны стены, потому что мы знаем, что в Грузии стены довольно тонкие, слышимость очень хорошая. Хотелось бы что-то из красного кирпича, массивное, чтобы звукоизоляция была великолепная. Вот это тот самый испанский, по испанской технологии отлитый кирпич, который обеспечит нам нужную звукоизоляцию, да? Такого кирпича нигде нет в Аджаре. Ну это правда, я такой не видела. Это что-то новое вообще в строительных технологиях в Батуми. Потому что это самый новый кирпич. Его только потому, что эти станки из Испании завезли, и, грубо говоря, это почти первые партии. Будем И при этом тестировать. это красный кирпич, очень важно. Да, но глины местные, значит, вот они как пазлы соединяются, тут не Да. будет цемента, То есть Да, они они просто сомкнутся, бесцементные. да? будет сетка сверху, и не будет заливаться цементом. То есть вот эти вот, как бы, пустота останется, да, пустотелая? Это как раз для звукоизоляции. Да, как раз для С звукоизоляции. ума Да. сойти, с ума сойти. Это еще сверху же будет и штукатурка, и всё Но мне, подобное. право слово, очень интересно, как это будет работать. Ну, пойдемте посмотрим. Такой закат сейчас, боже мой. Ну, вообще, изначально я как с Гонио познакомился относительно недавно, почти примерно в одно время, как и с проектом. Приехал сюда ради любопытства, летом чистый пляж. Увидел чистый пляж, увидел зеленые горы. Чем-то мне отдаленно напомнил это Таиланд, Пхукет, там есть такие локации похожие. Очень красиво, но так таково Гонио я не выбирал. Сначала я выбрал дом, я выбрал условия, выбрал качество, а после этого для меня Гонио оказался приятным бонусом. Ну, то есть, да, я знал это что-то отдаленное, и хотел также Батуми, потому что, где живешь, там и хочешь, и так как слепо смотришь, и на другие локации даже не обращаешь внимания. Потом, когда увидел, в принципе, познакомился с Гонио ближе и понял, что эта локация мне намного сильнее подходит, нежели чем я ожидал и думал. Опять-таки, это чистота, это тишина. Я понял, что такое шумно, и когда рвут моторы, это очень сильно не дает даже тебе элементарно выспаться. Вот эти бессонные ночи, особенно когда в сезон, я понимаю, что так жить нельзя. И это в центре, в Батуми, где я сейчас живу. И когда я приезжаю сюда, у меня уши отдыхают, я тут сижу, слушаю, как птички поют, да и листья шуршат, да, на деревьях. И, конечно, да, Гонио для меня, вообще, в принципе, оказалась очень такой живописной и хорошей локацией. Вообще, какие первые впечатления, какие первые эмоции у вас были, когда вы сюда приехали, в этот дом, в эту локацию, поднялись там, условно говоря, в свою будущую квартиру? Вообще, что вы почувствовали? Как на уровне ощущений? Первое, когда я поднялся, посмотрел, я понял, здесь моей жене понравится все. Для меня это было ключевым фактором, потому что мы бы не стали бы жить там, где ей бы не понравилось. И когда я увидел это все отлично. Этот мы вопрос закрываем. А теперь что остальное у нас там по качеству материала и тому подобное. Да, положительные эмоции, когда особенно видишь эту магическую, завораживающую зеленую гору, которая манит тебя и гипнотизирует. И ты даже ловишь некую какую-то медитацию, опять-таки, от тишины и зелени. Но это же, и с точки зрения и психологии, зеленый цвет, он успокаивающий. И тут очень много зелени, и поэтому я так чувствую, когда я тут буду жить, я буду пребывать в неком блаженстве, как тибетский монах, и жизнь будет в кайф. Согласна. Правда, очень медитативное место. Мы даже сидим здесь, несмотря на автомобили, которые тут изредка проезжают. В остальном самые благостные, ощущения. Паша, у тебя? Да, у меня не было такого, что я прям планировал покупать. Изначально это все очень спонтанно произошло. Изначально я приехал познакомиться с проектом, чтобы взять его в работу. И после этого походил, посмотрел на горы в одну сторону, посмотрел на другую сторону на море, походил вокруг дома непосредственно, по двору,
что-то подумал. Я не планировал покупать, но когда я на следующий день проснулся уже с мыслью, а почему бы и не взять? И все. И тут меня уже щелкнуло, и я стал считать. Потом послушал Максима, да, еще? Нет, Вообще-то я его наоборот. послушал. Я же пришел в офис, я не собирался покупать. Вот и выяснилось, да, кто кого сподвинул. он считает, да, считает, рассказал мне, да это же выгодно. Да, мы сначала с точки зрения инвестиций вообще рассматривали. А потом пришла гениальная мысль, а зачем нам инвестиции, почему вы там не Когда мы жить? сами можем там жить. Да, просто. и все. И прям в этот же вечер уже было решено. Максим поехал с женой договариваться. Да, продавать ей эту историю. Для меня это было важно, потому что я верил, и мне было очень важно, чтобы она так же верила, как и я. И все, когда она тоже в это поверила, такой, ну, как бы, жилищный вопрос закрыт. Дальше можно двигаться по жизни. Прекрасно. Ну, у тебя не просто удалось там жене, да, эту историю продать, ты же А еще там и мы не продавали родственникам. никакую историю, мы просто рассказали, как мы собираемся жить, по какой схеме, что по условиям оплаты, что из себя дом представляет. И на том конце провода была такая тишина, и сказали, нам тоже покупайте. И мы, в смысле, вам тоже покупаете? А там люди вообще не авантюристы, очень все должны взвесить, все грамотно, все должно быть по плану, никаких авантюр. И там было решение принято в течение диалога, на 10 секунд. Мы тоже будем брать, и потом это как-то цыганским сарафаном вот это все пошло. Потом еще позвонили, сказали, ребята, а почему мне не предлагаете? Да мы никому не собирались предлагать, мы себе нашли. И все, мы вам просто поделились о чем. И все, кто мои знакомые покупают, я просто рассказываю, я не продаю, я не рекомендую, я не заставляю. Ничего, я просто рассказал, что я для себя сделал, и люди такие, а еще есть там квартира? Я тоже буду. Но, как брат жены правильно подметил, мы в плохие истории не лезем, уже зарекомендовали себе репутацией, поэтому 100% безупречная репутация у нас сложилась. Поэтому так люди охотно пошли за нами в эту историю. Сколько в итоге человек, своих близких, ты затащил со собой в проект? Так, троих в проект, и буквально вот свежий, уже там не родственник, друг, также уже рассматривает это, уже будет 4-й человек, который просто послушал меня, какие дела тут у меня в Батуми. Хорошие соседи, получается. Да, это правда. Про хороших соседей мы еще в конце зафиналим, значит, про эту тему. У меня вопрос. Вот мы коснулись, да, несколько, вы здесь так упомянули про то, что вы поразмышляли, что, может быть, сначала для инвестиций, потом, да нет, вроде как и самим здесь жить здорово. Все-таки какая ваша конечная цель? Как вы хотите пользоваться этой недвижимостью? Я лично буду, скорее всего, пользоваться реалистично. Я планирую ее в сезон сдавать на вырученные деньги. Я буду гасить ипотеку и вне сезон жить. Это получается 9 месяцев живу, 3 сдаю. И это опять посчитанная математика. Будет нам очень прибыльной. Но сердце и чутье мне подсказывают, что я не буду этого делать. И как бы будет элементарно жалко. Потому что в эту квартиру будет вложено много души и эмоций. И когда ты сдаешь квартиру посуточно, люди не с такой же любовью, как правило, и отношением, оно и правильно, будут относиться к твоей квартире так же, как ты относишься. Ну, это как к своему ребенку. Ну, одно дело, как воспитательница, да, или няня, или как родители. Ну, посмотрим еще. Наверное, скорее всего, думаю, что не будем сдавать. Ну, пока точного решения нет. Поживем, увидим, как раз-таки к июлю будет уже понятно. Ну, я согласна, да, что это, в общем, еще можно будет успеть решить для себя какие-то, до июля еще есть время, во-первых. Во-вторых, в общем-то, и квартиры эти подходят для любых задач, как для сдачи в аренду, так и для собственного проживания. Поэтому, в принципе, любые цели возможны. Паша, а ты? Да, на самом деле планировать что-то на год вперед сейчас в наше время очень сложно. Соответственно, неизвестно, как будет. С одной стороны, это безопасно, потому что можно сдавать 3 месяца и таким образом окупать целый год ипотеки. А с другой стороны, может, будет все настолько хорошо. Конечно, мне не хочется сдавать эту квартиру посуточно. Ну, мало, наверное, кто этого хочет. Если все пойдет хорошо, то, конечно, я не буду ее сдавать, буду жить самостоятельно. Если что-то возникнут, какие-то там, не дай бог, трудности, то пожертвую 3 месяцами летом сезон, да, и посдаю, окуплю,
И там уже станет понятно. Может быть, и на следующий сезон не придется сдавать. Кто знает. Расскажи, ведь это же на самом деле студия, но она очень необычной площади и планировки. Что ты здесь запланировал? Какие у тебя есть идеи? Суть вот в чем. Она по площади не такая уж и большая, всего 40 квадратов. Но по обе стороны здесь панорама. Соответственно, было бы очень классно из студии, которая 40 квадратов, в принципе, размеры ее позволяют, поставить стену такую. И будет спальня с панорамным окном, светлая, что в студии большая редкость, потому что студии обычно прямоугольные. И будет кухня светлая. И таким образом у нас вся квартира светлая получается. И на двух зайцев. Да, при этом есть грамотное зонирование. В общем, как из студии сделать 1+1 в Travel Inn, вот вам прекрасный пример. Да, очень удобно. Здесь, конечно, качели не получится навесные сделать, здесь получится такие, чтобы не унесло ветром, скажем так. Слушай, ну, кстати, здесь, по-моему, отличный гамак вообще встанет. Вот по-хорошему можно крюки сделать, да, в потолке, и просто здесь повесить гамак роскошнейший. И чуть-чуть и даже видно море, да, даже вид на море. И с одной стороны море чуть-чуть видно, но видно все равно, то есть галочка, гештальт закрыт. И немножко гору тоже видно. Конечно, не как студии Макса, тут, разумеется, это только для элиты, но кусочек все равно есть. Нет, красиво, да, зелено так. А самое, что интересное, вот что приятно здесь, что вся конфигурация дома специально утоплена вглубь, да, то есть не вдоль красной линии забора, а немножко утоплена, для того, чтобы как раз внизу было организовано пространство под бассейн, тот самый легендарный, отапливаемый, которого мы все ждем для того, чтобы купаться в нем еще и зимой. И вот вся вот эта красивая зелень, беседки, террасы, вот это все будет внизу. И надо сказать, сама по себе вот эта инфраструктура дворовая, она тоже задаст потрясающие видовые характеристики. То есть даже смотреть туда будет не обязательно, потому что здесь все будет эстетично, нарядно, здорово и аккуратно, и вообще очень красиво. Однозначно. Со своей квартиры смотреть на бассейн, чуть-чуть море, чуть-чуть гор, всего понемножку, на гамаке каком-нибудь, в однокомнатной квартире, которая изначально как студия планировалась. Это прям ну, просто мечты, то, что надо. Сбываются, то, что надо. Класс. Есть на 5-м этаже, я считаю, одна из выгоднейших планировок. Большая жилая площадь, есть при этом балкон, и она 1+1, она там всего 39 квадратов. Пойдем посмотрим. Да. Это вот, наверное, одна из моих любимых планировок вообще в принципе. Очень большая жилая площадь, и это 1+1. Ограждение будет идти посередине этой стены, вот так. Да, здесь будет санузел. Соответственно, большая кухня при этом получается утапливаемая. Там она, в принципе, в проекте предусмотрена. Также здесь хорошо располагается гостиная, диван, телевизор и большая комната с видом на море. Там его будет тяжело перекрыть, закаты. И именно как раз-таки можно будет наблюдать ежедневно, как море садится. Солнце садится в море, да. Садится в море Это вот с панорамным стеклом. Действительно, вот это панорамное остекление, это, конечно, потрясающее решение, на мой взгляд, в этой локации. То есть глупо было бы сделать бетонированные балконы или там какие-то в половину стены окна. Здесь все сразу продумано. Ну, эта квартира подойдет идеально для молодой пары, где один ребенок или даже... А может и два. А может быть Или два. без детей, может быть, Особенно даже. она еще лучше подойдет, если гибридно. Кто-то любит там приезжать, отдыхать или менять локации, там по 3-4 месяца жить, сюда приехали. Она не маленькая, она большая, просторная и видовая. Ну, тут помимо покупки квадратуры, человек покупает инфраструктуру. Человек покупает тишину, человек покупает пейзаж, человек покупает насмотренность. Атмосферу, даже не покупает, а приобретает. А в остальных проектах, почему в том числе и мы здесь и купили, если там сухие квадраты продаются, и какой-нибудь, не знаю, слава богу, что Вилмарт рядом есть и пару кафешек, к которым он будет всегда ходить, он не будет во все кафе ходить, которые рядом есть. Нет, человек ему привычнее, одну выбрал, ему там понравилось, он другие не будет искать. Как-то от добра не ищет. А здесь ты все приобретаешь. Здесь нет простых сухих квадратов. Это нетипичный дом, нетипичный проект.
Ну вот я сейчас подумал, Travel-In является замечательной подстраховкой от экономики других стран. Некоторые также привязаны, зарабатывают в другой стране, не только в России, вообще в разные зарубежные, вот даже на примере Турции, где там гиперинфляция случается. Здесь, если ты, грубо говоря, берешь 50% кредит, то да, это валютная ипотека, но эта квартира тебе может заработать. Тебе не надо ломать голову, где тебе найти деньги. То есть ты можешь подстраховаться, ты можешь ее посдавать и на эти деньги погасить. То есть, грубо говоря, квартира тебе идет в полцены. И это очень замечательная история. И почему именно опять-таки гоню, так как это, говорят, да, это сезонно. Сезонно сдается. Но ни одна квартира в Батуми тебе не принесет платежей за 3 месяца, столько, сколько, как правильно сформулировать, на целый год. Ну, то есть, грубо говоря, если ты покупаешь квартиру в Батуми студию и сдаешь ее целый год, там по $400 в месяц, она тебе и будет приносить такую сумму. А здесь годовую сумму она тебе принесет за 3-4 месяца, что, в принципе, является, ну, ты 2 зайцев убиваешь. Такая очень-очень хитрая история. Совершенно не слабым показателем. Да, и мы все заинтересованы, надо сказать, чтобы все здесь работало, поэтому, в общем-то, будем тоже стараться вместе с застройщиком. Я думаю, что здесь есть смысл раскрыть карты и сказать, что на сегодняшний день Максим не только инвестор в этот проект, не только владелец недвижимости в Travel-In, но еще и непосредственно менеджер этого проекта. Поэтому, если у вас есть вопросы, и вы загорелись прямо сейчас желанием купить здесь квартиру, то обязательно пишите нам по контактам в описании к этому видео. Вы попадете прямо на Максима, и у вас будет возможность расспросить его лично о том, почему, как, зачем, какая арифметика, калькуляция, ну и обо всех преимуществах он расскажет вам от первого лица. Очень важный момент, когда мы включились в этот проект, и мы сами покупаем здесь квартиры, да, мы сами планируем здесь жить, вот все присутствующие сегодня здесь в этой студии. И для нас очень важно собрать комьюнити соседей, которые будут разделять какие-то общие ценности, которые будут руководствоваться общими жизненными принципами, относиться одинаково к общей площади, да, к чистоте, к порядку. Вот, я думаю, есть смысл поделиться своими ценностями, какие вы ценности транслируете в жизни, чтобы люди, которые нас и вас увидят и послушают, как-то зацепились за эти идеи и тоже захотели в наше комьюнити примкнуть. Для меня важно жить в комфорте, в честности. Это с отсылкой «В чем сила американец?». Вот. И, наверное, в мире. Супер, это очень важно. Плюсую. Угу. Вот это все может быть вашей квартирой. Очень большая. В принципе, здесь можно 2 спальни сделать спокойно. Можно сделать одну, если вы любитель какого-то исключительного простора. И что приятно, здесь вот какие виды открываются, уже просто совершенно ничем не прикрытое море, совершенно бесстыжие закаты. Ну и вот, соответственно, здесь есть еще плюс, это такая довольно широкая терраса с видом на Батуми, ну, по крайней мере, в ту его часть. Надо сказать, вот эти все проекты, когда достроятся, тоже будет очень красиво. Фасады красивые, огни, особенно в вечернее время, все это будет производить впечатление. Так что да, терраса здесь классная по конфигурации, прям вот можно здесь разместить кресло, столик, прям пикниковать здесь можно запросто. И вот этот кусочек, кстати сказать, это тоже по планировке, тоже небольшая такая терраса, которая вот имеет выход с этой стороны, с гостиной. Так что 2 террасы в спальне и в гостиной. Топ. Ну, для меня первая моя ценность, это, как ни крути, это моя семья. Для меня важно, чтобы моя семья была в безопасности, обеспечить безопасностью, комфортом, стабильностью. И да, в первую очередь нацелено на семью. Все остальное, ну, это уже... Главное, чтобы, как это говорится, чтобы были все живы-здоровы, а остальное все прибудет. То есть, да, дело наживное. Ну, надо сказать, я полностью поддерживаю ваши ценности, разделяю их абсолютно, и люди, которые к нам уже присоединяются, наши будущие соседи,
они тоже сходятся в этом, потому что это люди с семьями, это люди, которые выбирают для себя Грузию как оплот безопасности, мира, какого-то честного душевного отношения и комфорта в том числе. И я уверена, что в проекте Travel In мы как раз сможем создать такое комьюнити, о котором мы сейчас с вами говорим. Так что, друзья, если вы хотите стать нашим соседом, то срочно пишите нам прямо сейчас, потому что квартир в проекте действительно немного. Это, кстати, еще одно, наверное, из преимуществ, да, что это не многоэтажный дом, это действительно очень маленький дом, мало этажей, мало квартир, мало соседей, тем более комфортно и уютно нам здесь будет. Так что пишите нам, чтобы забронировать свой лот, а я, как всегда, призываю вас подписаться на все наши каналы, на наши телеграм-каналы, и там вы обязательно будете видеть все обновления по стройке, по строительному процессу этого объекта. И подпишитесь на наш YouTube-канал для того, чтобы не пропустить самые интересные обзоры и разборы здесь. Ну и как всегда, до встречи в Грузии! Ну а Всё? так все сложнее и сложнее, кстати, подбирать квартиру. Вот сейчас мы ходили, а это продано, а это продано, а и это продано. Они, да что ж такое, а что же осталось? И они уже действительно вот выбирают из того, ну, что осталось. Остались хорошие квартиры. Да, есть роскошные варианты, есть пентхаус на 10-м этаже, вообще просто можно быть одним с Да. тебе самому соседом. Забрать вот, себе целый этаж. Да, не думать вот, ни о и чем. на 9-м этаже в роскошные, то есть, ну, видовые характеристики там, правда, потрясающие, поэтому Ну, есть из чего выбрать, но это все Но сложнее с каждым когда днем. на старте да. продаж они прям хочу вот это, и они это брали, то сейчас хочу это, уже все, опоздал, уже это. Ну даже и это, что сейчас еле-еле выбирают, уже скоро не будет. В общем, друзья, не опоздайте, хватайте свой шанс двумя руками.